Сидя на красивом холме, над рекой, хорошо озирать окрестности. И негоже противиться князю, коль скоро он решил отнять эти земли себе. В гордыне своей возомнил себя боярин Степан полновластным хозяином, а гордыня есть смертный грех. По грехам и награда. И так будет со всяким, кто встанет на пути князя Ростовского. Князь достигнет всего, к чему стремился. Дотянется до золотого Киевского престола. И тогда вся русская земля окажется в его руках. Но имя его прославят не военные подвиги, а этот мимоходом присвоенный им Малый Град. Будущая столица огромного государства. Будущий Третий Рим. При рождении его нарекли в честь великого прадеда Ярослава Мудрого, в крещении Георгия. Это греческое имя тогда произносили на Руси как Гюрки. Так Георгий превратился в Юрия. Юрию было чуть больше 10, когда отец Владимир Мономах, тогда еще переяславский князь, определил его в одну из своих волостей – Ростовскую землю. От всей Руси она была отделена дремучими лесами, потому и называлась Залесская земля. Добраться туда можно было только кружным путем, по рекам, долго и муторно. В детстве Юрий слыхал от сказителей, что сидит на той дороге соловей-разбойник и свистом своим сшибает людей даже и до смерти. Но придет, мол, туда богатырь Илья Муромец, тут-то соловью и конец. В отличие от мифологического соловья-разбойника, у богатыря Ильи Муромца имеется реальный прототип. Им считается воин из Мурома по прозванию Чеботок, современник Юрия Долгорукова. Согласно былинам, до 33 лет он был парализован, а после чудесного исцеления стал великим героем, защитником Руси. В конце жизни Чеботок принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре с именем Илья и погиб, защищая свой монастырь от половцев. В XVII веке был канонизирован в лике преподобных. Проведенная в XX веке экспертиза мощей святого Илии Печерского показала, что он обладал необычайно высоким для своего времени ростом – 177 сантиметров. Пока ехали до Ростова, отец занимался своими бесконечными княжескими делами, аж в глазах рябило. Все крепости по дороге осматривал, во все вникал, судил, рядил, распоряжался. Успел по дороге и с половцами сразиться и заключить с ними мир. Для надежности сразу женил Юрия на юной дочери половецкого хана. Мнение самого Юрия на сей счет никто не спросил. Когда прибыли, наконец, в Ростов, все оказалось еще хуже, чем Юрий ожидал. После нарядного и шумного Переяславля Ростов показался ему глухим захолустьем. Узкие улицы, приземистые дома. Вместо каменных храмов единственная на весь город деревянная церковь, а на Чудской половине и вовсе стояло языческое капище. Местные купцы и охотники, угрюмые, заросшие бородищами, похожи на леших. Бояре казались грубыми и неоттесанными. А между тем Ростов был город древний, богатый и гордый. Когда-то в нем княжили и Ярослав Мудрый, и князь Борис, святой мученик, и сам Мономах.
Но потом город долго оставался без князя и привык управляться сам. Хозяйственными делами занимался посадник, обороной Тысяцкий, глава ополчения, а все важные вопросы решало народное собрание – Вече. Почти во всех крупных древнерусских городах высшим правящим органом было Вече, от славянского «вет» – «совет», народное собрание. Вече решала основные вопросы управления, объявляла войну и заключала мир, устанавливала и отменяла подати и повинности, распоряжалась земельными ресурсами и финансами города, а также княжеским престолом. По решению Веча город мог не принять нового князя или прогнать старого, если тот не справлялся со своими обязанностями. Молодой князь проводил время на охотах, пировал с дружиной и припирался с боярами. Рутина, тоска и скука. А где-то там, за лесами, в Южной Руси кипела настоящая жизнь. Князья воевали с половцами и друг с другом, деля золотой киевский престол. Увы, Юрия Ростовского все это не касалось никак. Но вдруг пришло невероятное известие. Киев призвал на великое княжение его отца Владимира Мономаха, и 17-летний Юрий неожиданно получил право, пусть и призрачное, перед ним был целый чистокол старших братьев, когда-нибудь стать великим князем киевским. В начале XII века древнерусское государство представляло собой объединение княжеств, которые подчинялись Киеву. Все они платили в столицу ежегодную дань и церковную десятину. Великий киевский князь имел право ставить младших князей на престолы и переводить с одного княжения на другое по своему усмотрению. Он обладал непререкаемым авторитетом и был гарантом стабильности. Киев оставался общерусским торговым перекрестком, куда стекались огромные средства. Обладание Киевом было желанной целью для многих князей. Так родилась мечта, которая станет управлять его жизнью. И за то, что он будет через леса, через годы и войны упорно тянуться к заветному Киеву, он получит прозвание «Долгорукий». После смерти Владимира Мономаха киевский престол по завещанию перешел к старшему сыну Мстиславу и должен был оставаться в руках его потомков. Права и интересы младших сыновей, в том числе Юрия, не учитывались. Мечту о столице следовало забыть навсегда. И тогда князь Юрий решил, что он сам себе построит столицу, получше Киева. Он погрузился в обустройство своего княжества. Из постылого лесного Ростова он перенес центр в молодой город Суздаль, стоявший посреди живописной равнины. Местная знать была весьма этому рада и во всем поддерживала князя. В Суздале и в загородной резиденции появились княжеские хоромы и каменные храмы ослепительной красоты, каких на Руси прежде и не видывали. Храмы и дворцы в Суздальской земле строились из вытесанных блоков белого известняка. Камень добывали в мячковских каменоломнях на реке Пахре и везли более 300 верст. Строили белые церкви местные мастера, прошедшие выучку у византийцев или в городах Священной Римской империи. Небольшие размеры храмов, не более 200 квадратных метров, были обусловлены пределом надежности белого камня. Храмы, построенные при Юрии Долгоруком, стоят до сих пор. 3 из них являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и украшением Золотого кольца России. Белокаменное строительство обходилось в 10 раз дороже обычного, кирпичного. Но князь не считался ни с расходами, ни с хлопотами. Его княжество крепло и богатело год от года. Юрий проложил прямоезжую дорогу через Чернигов, Путивль и Вятические города. Теперь любой желающий, хоть конный, хоть пеший, с небольшим конвоем мог вполне безопасно пройти сквозь леса, потратив на дорогу не месяцы, а недели.
Все больше людей уходило из юго-западной Руси в Залесскую глушь, подальше от княжеских усобиц и набегов половцев. Суздальский князь Юрий Долгорукий охотно принимал переселенцев, освобождал их от налога на 5 и даже на 10 лет, выделял суды. Стараниями князя строились и укреплялись города Переяславль-Залесский, Тверь, Кострома, Дубна, Дмитров. И всякий житель этих земель от смерда до боярина должен был оказывать Юрию Владимировичу наивысшие почести, потому что он князь и обладает полной властью над просторами северо-восточной Руси. Оказавшись в окрестностях Москва-реки, Долгорукий решил остановиться в большом богатом селе Кучково у местного боярина Степана Кучки. Но боярин не обрадовался высочайшему визиту и должных почестей князю не оказал. С чего бы их оказывать? Степан Иванович сам считал себя здесь хозяином. Юрий Владимирович, не стерпя хулы той, повелел боярина схватить и смерти предать. Князь же, обозрев очами своими по обе стороны Москвы-реки, возлюбил села эти и повелел на месте том поставить малый деревянный град по названию реки той – Москва-град. Села Степана Кучки сейчас являются районами Москвы. Село Кучково, центр боярской вотчины, располагалось на месте нынешней Лубянки. На Боровицком холме, там, где сегодня стоит Кремль, Юрий Долгорукий велел строить деревянную крепость. Сооружение с протяженностью стен около 1200 метров заняло треугольник между нынешними Боровицкими, Троицкими и Тайницкими воротами. Строительство деревянной крепости на Боровицком холме Юрий поручил своему старшему сыну Андрею, не сомневаясь, что тот справится блестяще. Андрей был главным помощником отца, его правой рукой и самой надежной опорой. Детей убитого боярина Кучки Долгорукий определил ко двору Андрея. Яким и Петр Кучковичи вошли в ближнее окружение молодого князя, а их младшая сестра стала Андрею женой. Быстро разобравшись с насущными делами, князь Юрий повелел учинить обед силен, накрыть обильный поминальный стол. Но поминать он собирался не боярина Кучку, а своего среднего сына Ивана. Когда-то Долгорукий отправил его в помощь своему союзнику, князю Святославу, а тот Ивана не уберег. Получив известие о смерти сына, Юрий отправил союзнику Святославу короткий ответ: «Приди ко мне, братья, в Москов». Святослав ехал в горе и смятении. Он был в ответе за смерть княжеского сына. Как теперь оправдаться? Какие слова найти? Долгорукий ничего не спросил. Вместе отслужили панихиду. Вместе сели за поминальный стол. И только тогда князь Юрий сказал Святославу: «Не тужи о сыне моем. Если того Бог отнял, то другого сына тебе пришлю». И не дожидаясь, пока Святослав придет в себя, изложил ему свой замысел – воевать Киев вместе. У Святослава там были свои счеты. В Киеве недавно погиб его брат, и он хотел мести. А Юрий, как и прежде, хотел получить золотой киевский престол. Ни больше, ни меньше. Поодиночке у них не хватало сил, вместе же они справятся. В это время князем киевским был Изяслав, внук Мономаха. Он правил на законных основаниях, по завещанию своего великого деда. Но Юрия это не смущало, как и то, что Изяслав приходился ему племянником. С Долгоруким шли 4 его сыновей со своими полками и Святослав с братьями. На стороне Изяслава Киевского, кроме родных братьев и большого отряда половцев,
были переяславские полки. Однако Юрий успел провести с ними тайные переговоры, и в решающий момент сражения переяславцы внезапно остановились. Они сели на щиты и заявили, что не поднимут руку на Долгорукова, на сына Мономахова. Увидев это, из битвы вышли другие союзники Киева – половцы. Изяслав таким образом потерял сразу 2/3 войска. Положение было безнадежно, и он побежал. Дружина завязла в битве. Почти все были порублены или взяты в плен, так что через Днепр Изяслав переправился с 2 спутниками. Вернувшись в Киев без войска и даже без дружины, Изяслав обратился к киевлянам. «Будете за меня биться?» «Некому уже биться», — ответили ему киевляне. «Отцы наши и братья и сыновья все избиты. Ступай в свою волость. Ты знаешь, нам с Георгием не ужиться. Когда вернешься, увидев стяги твои, перейдем на твою сторону». Изяслав отправился в свои владения на Волынь собирать новое войско. Киев остался Юрию Долгорукому. Сколько лет он представлял это в мельчайших деталях. Сколько лет он видел это во сне. И вот, сбылось. Он входил в город своей мечты. Торжественно, через золотые ворота. Киевляне толпились вдоль улиц и молчали. Никто не приветствовал нового князя радостными криками. Никто Юрия здесь не ждал. Киев открыл ему ворота, потому что он был сыном Мономаха. И только. Но не прошло и года, как Юрий успел основательно рассориться с киевскими боярами и вечем. По обычаю князь, вступавший на Золотой престол, заключал с киевлянами особый договор, в котором прописывались права и обязанности князя. Юрий же этого не сделал. Он не учел, что в Киеве, богатейшем городе, где сложилась мощная олигархия, привыкли к другим порядкам. И князь, который не считался с мнением бояр и веча, своенравных киевлян не устраивал. Тем временем к Киеву подошел Изяслав с большим войском. И тут выяснилось, что за Юрия никто сражаться не будет. «Иди к Суздалю», — было сказано ему. «Не можем с тобою быть». Это было хуже, чем поражение на поле боя. Киев просто встряхнул его, как сухой листок с плеча. Так завершилось первое киевское княжение Юрия Долгорукова. Едва ли не все население Киева вышло навстречу Изяславу, чтобы сказать ему: «Георгий вышел из Киева, ты наш князь». Зная упорство Долгорукова, Изяслав взял с него клятву никогда больше не пытаться силой захватить Киевский престол. Причем клятва была принесена в церкви святых Бориса и Глеба. Нарушить такую клятву было немыслимо. Прошло 4 года. Юрий сидел у себя в Залесской земле. Он старел, уходили силы. И давно осыпалась осенней листвой его золотая мечта о Киеве. Вся надежда оставалась на сына Андрея. Он давно уже был правой рукой Юрия, фактически его соправителем, и воевал за него, и вел переговоры. Его наследник, гордость, надежда. Юрий утешал себя мыслями, коль скоро он успел побыть киевским князем, его сын Андрей теперь имеет право продолжить борьбу за Киев, когда Изяслав отойдет в мир иной. Во двор влетел гонец на взмыленной лошади. Прямо как был, в заляпанной осенней грязью одежде, растолкав охрану, ворвался в княжеские покои. Весть была спешной. Князь Изяслав Киевский, разболевшись сильно, умре. Юрий встал, опрокинув стол, и прямо по доскам и черепкам пошел, как будто собирался сразу дойти до Киева.
Он остался последним из сыновей Мономаха. И его право старшинства уже не отнимет никто. Князь специально подгадал так, чтобы войти в город в вербное воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим, и со всей возможной торжественностью вокняжился в Киеве, на этот раз насовсем. Теперь-то он твердо знал, что Киев, его отчина, неотъемлемое владение, перейдет по наследству к любимому сыну Андрею. Прошел еще год. Юрий Владимирович сильно постарел и отяжелел. Ему перевалило за 60. Из-за пристрастия к шумным пирам и обильной еде он страдал от чрезмерной полноты и одышки. Он добился всего, чего хотел, но счастья не было. Только в хмелю Киев рисовался ему таким, о каком он мечтал, где его любят. В жизни быть князем киевским означало пребывать в постоянном напряжении, лавировать между боярами, вече и князьями-соперниками. Положиться было не на кого, кроме сына Андрея. Тот приехал к большой радости отца и несколько месяцев провел в Киеве. Долгорукий словно выплыл из глубокого похмельного омута. Когда сын рядом, и умереть не страшно, передав престол в надежные руки. Но наступил день, когда Андрей пришел к отцу и попросил отпустить его домой, в Суздаль. Оказалось, он только затем и приехал, чтобы отказаться от киевского престола. Для Юрия это был удар. Всю жизнь он положил на то, чтобы овладеть киевским престолом. Всю жизнь. Юрий не мог понять, как можно добровольно отказаться от стольного града. Но Андрей заявил, что ему Киев не нужен. Ни его бьющее в глаза богатство, ни его столичная спесь, ни его слава, от которой остался ныне один только морок. Настоящее величие стольного града было в прошлом, а ему, Андрею, нужна власть не призрачная, а реальная. Много лет он служил отцу верой и правдой, не щадя себя, до тех пор, пока отец не занял вожделенный киевский престол. Теперь же его сыновний долг выполнен. Долгорукий отказался благословить сына. Андрей молча поклонился в пол и ушел. Юрий даже не смог его остановить. С отъездом Андрея все внезапно потеряло смысл. Сын, надежда и гордость покинул его, бросил. Юрий остался один на один с Киевом, городом своей мечты, который его не жаловал. Чем дальше, тем больше обид накапливалось и у бояр, и у горожан. И уже готов был вспыхнуть очередной киевский бунт, но не успели. 15 мая 1157 года, по словам летописца, Юрий Киевский, утешаясь со своими, упився без меры, и от всего питья разболеся и умре. Возможно, Долгорукий был отравлен. Его похоронили с крайней поспешностью, буквально спустя несколько часов после смерти, и в тот же день киевляне разгромили обе княжеские резиденции, городскую и загородную. На протяжении сотен лет имя Юрия Долгорукова почти не вспоминалось. И только в 40-х годах XX века, накануне 800-летия Москвы, было решено вернуть Долгорукова в народную память, сделав его главным героем московского юбилея. Был торжественно заложен памятник основателю Москвы. В Киев отправились археологи и антропологи, чтобы по останкам Долгорукова воссоздать его скульптурный портрет. Но в предполагаемом месте захоронения останки князя обнаружены не были. Они не найдены до сих пор. Эпоха Киевской Руси уже подошла к концу. А в далекой лесной стране росли созданные Долгоруким новые города, и облака летели над стройными белокаменными храмами, красивее которых не было во всей Руси. Именно Юрий Долгорукий, сделав Ростово-Суздальское княжество центром русских земель, открыл новый исторический путь.
но сам двинулся по старой дороге, на юг, к осыпающейся славе Киева. Новым путем, на север, пойдет его сын Андрей, и вслед за ним вся русская история. Князь Андрей был полной противоположностью своего отца. Андрей был миролюбив и рассудителен. Он обладал редким даром красноречия, умел убеждать людей. И неизменно сильное впечатление производила на всех его искренняя набожность. С юности Андрей был лихим воином. Сказывалась кровь матери, половецкой княжны. Сражался всегда в первых рядах, и в пылу битвы бывало забывался настолько, что мог далеко оторваться от своих. В битве под Луцком молодой князь бросился в бой так стремительно, что дружина сильно отстала, и Андрей сгоряча врубился в неприятельский порядок в одиночку. Изнемогая в тяжелой сече, Андрей уже не чаял остаться в живых. Его конь был ранен 2 копьями, 3 воткнулась прямо в луку седла. Последним усилием конь вынес князя к своим и тут же пал. Подоспевшие слуги оттащили Андрея подальше от схватки и с трудом сняли с него искореженный ударами доспех, под которым все тело оказалось сплошным кровоподтеком. Первое, что сделал князь, когда пришел в себя, велел разыскать своего погибшего коня и похоронить с почестями, подобающими герою. Андрей не любил шумных пиров, зато с наслаждением вникал в тонкости церковной службы. Деньги предпочитал тратить на украшения храмов и богословские книги. Отдыхал не с дружиной, а с семьей. Все это было необычно и удивительно. Князь женился не по своему выбору, а по воле отца. Юрий Долгорукий отдал ему в жены дочь убитого им боярина Кучки. По преданию, ее звали Улита. Все в Суздале знали, что князь Андрей очень любит свою княгиню. В летописи сохранился рассказ о том, как во время тяжелых родов жены Андрей бросился в церковь. Был праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Князь упал на колени перед иконой Божьей Матери и горячо молился. А потом омыл святой водой чудотворную икону, дрожащими руками собрал капли в скляницу и отправил жене. Выпив этой воды, княгиня благополучно разрешилась от бремени. Огромный караван медленно двигался по размытым дождями дорогам. Весь княжеский двор с чадами, домочадцами и челядью, дружина, выжгородские священники и дьяконы, все с семьями. Будто некий малый народ совершал исход в землю обетованную. Князь Андрей уходил в свою отчину. Ростово-Суздальское княжество, где землепашцы не измучены вечным страхом войны и разорением, где он будет настоящим хозяином своей земли. Много лет назад также уходил в Залесье его отец Юрий Долгорукий, против своей воли, с тяжелым сердцем. А князь Андрей шел легко и радостно. Он возвращался домой. Впереди несли чудотворную икону Божьей Матери, которую князь Андрей самочинно забрал из Выжгорода вместе с родовой реликвией – мечом святого князя Бориса. На берегу Клязьмы, в 10 верстах от Владимира, кони, впряженные в вазок с иконой, встали как вкопанные, и никакая сила не могла сдвинуть их с места. Андрей расценил это как волю Пресвятой Богородицы, велел отслужить перед иконой молебен и потом горячо молился в своем походном шатре. И явилась ему сама Пресвятая Богородица и сказала ему: «Не хочу да образ мой несеши в Ростов, но во Владимире постави его». На месте чудесного явления Андрей поставит церковь Рождества Богородицы, а позже и свою резиденцию Боголюбово. Столицу княжества он перенесет во Владимир, где с тех пор и будет пребывать чудотворная икона Богоматери. Владимирская икона Божьей Матери
самая ранняя и почитаемая икона русской церкви, общепризнанный шедевр мировой живописи. Создана в XII веке в Константинополе, как список с иерусалимской иконы, написанный по церковному преданию евангелистом Лукой при жизни самой Богородицы. В конце XIV века для защиты от нашествия Тамерлана Владимирскую икону перенесли в Москву. Тамерлан без видимых причин прервал поход и ушел. Там, где состоялась встреча, то есть Сретение иконы, возник Сретенский монастырь и позже улица Сретенка. По преданию, Владимирская икона еще дважды спасала Москву от татарского нашествия. Ныне она находится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Почитается как защитница всей русской земли. Первое время в Залесской земле князь Андрей просто жил как частное лицо. Он переселился против воли отца, который когда-то поставил суздальским князем другого сына. Но когда Юрий Долгорукий умер, Ростов и Суздаль собрали всенародное вече и, вопреки всем завещаниям, сами пригласили на княжение Андрея. 4 июля 1157 года в Ростове, старейшем городе княжества, состоялась торжественная интронизация Андрея Юрьевича. И ростовцы искренне радовались этому. Они любили своего князя за его добродетель и набожность, но прежде всего за то, что он так открыто и решительно предпочел их землю стольному граду Киеву. Андрей даже не попытался включиться в очередной раунд битвы за великокняжеский престол. За следующее десятилетие в Киеве власть поменялась 7 раз. Все это время Андрей Юрьевич спокойно, обстоятельно отстраивал и украшал свою новую столицу Владимир. По летописным данным, город Владимир на Клязьме был основан в 990 году Владимиром Крестителем. Однако археологические следы указывают на 1108 год. Основатель – Владимир Мономах. Андрей Боголюбский почти втрое увеличил город Мономаха. Входом в город служили 7 каменных ворот. Главные, монументальные золотые и серебряные ворота соединялись с центральной улицей. При князе Андрее во Владимире и окрестностях были построены 30 храмов, в большинстве деревянных. Из белого камня возведен грандиозный Успенский собор, высотой превосходящий и Софию Киевскую, и Софию Новгородскую. В начале XV века его стены украсят фресками великие иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный. В конце XV века он послужит образцом для Успенского собора Московского Кремля. Золотые ворота построили русские зодчие всего за 6 лет. Когда строительство уже подходило к концу, князь торопил мастеров, желая открыть ворота в праздник Успения Богородицы. И вот, наконец, леса сняли. Весь Владимир собрался посмотреть на княжеское чудо. На гигантских кованых петлях крепились мощные створы, покрытые золоченой медью. Их нестерпимый блеск поражал воображение. Но известь, державшая петли, не успела высохнуть. Петли вырвались из стены, и гигантские створы рухнули, накрыв собой 12 человек. Князь Андрей, узнав о трагедии, пришел в ужас. Это ведь его спешка стала причиной гибели невинных людей. Перед Владимирской иконой на коленях он молился о душах погибших. В это время строителям удалось приподнять упавшие ворота, и из-под них выбрались все 12 человек, целые и невредимые. Центром земли обетованной князя Андрея, его личным земным раем, стало Боголюбово, место, любимое Богом. Двухэтажный княжеский дворец из белого камня соединялся крытыми галереями с церковью Рождества Богородицы. За 10 лет возникшая буквально в чистом поле княжеская резиденция стала полноценным городом с постоянным населением, торгово-ремесленным посадом и белокаменными стенами. Князь Андрей потому и получил прозвище Боголюбский, что проводил в своей резиденции практически все свое время.
Отсюда он управлял своими землями почти единолично. Но в то время, пока рос и процветал Владимир, ситуация в других землях княжества медленно накалялась. Старые города Ростов и Суздаль не хотели признавать новую столицу. Ростовцы возмущались. Князь не появляется на вече, ему нет до нас никакого дела. Такой князь их не устраивал. А претенденты на его трон имелись и вполне законные. Здесь, в Суздальской земле, жили 4 его сводных братьев. Любой из них был бы не прочь занять престол. Дальше так продолжаться не могло. Для князя Андрея пришло время решительных действий. Толпа на Вечевой площади Ростова волновалась и глухо шумела. Князь Андрей в кои-то веки соблаговолил явиться на вече, и у горожан было, что ему сказать. Князь встал. Толпа затихла. Сейчас начнется самое интересное. Князь будет оправдываться или раздавать обещания, и тогда Вече выскажет ему все. Но князь говорить не стал. Он спустился с помоста в самую гущу разъяренной толпы, бесстрастно, как будто площадь была для него пустой. Мнение Вече князя Андрея больше не интересовало. Все решения он уже принял сам. С боярской оппозицией князь разобрался быстро и жестко. Старых болтунов выгнал прочь. Молодых бунтарей бросил в темницы. Братьев отправил в Царьград к своему родственнику, греческому императору, не преминув при этом напомнить, как в подобном случае поступали его предшественники. Физическое устранение, ослепление, в лучшем случае тюрьма или насильственный постриг. Из старой знати рядом с князем остались только самые верные сподвижники и родичи. Братья его жены, Яким и Петр Кучковичи. Противовес боярам Андрей сделал ставку на новую аристократию, служилую, лично преданных ему людей из числа младших дружинников. Они зависели от милости князя, их так и называли милостниками. Впоследствии именно из них вырастет опора русского самодержавия – дворяне. Князь Андрей считал себя не просто правителем, но автократором, то есть самодержцем у Владимира Суздальской земли, и намеревался распространить свое влияние как можно шире. Он начал каскад военных походов. Сначала на Волжскую Булгарию. Победа над булгарами принесла ему контроль над Средней Волгой. Затем Боголюбский начал войну с Новгородом. Самый богатый на Руси и один из крупнейших в Европе торговый город зависел от поставок продовольствия из других земель. Андрей запер Новгород в хлебную блокаду, вынудил его сдаться и посадил на княжение своего младшего сына. Но прежде Боголюбский отправил огромное войско на Киев. Княжеские битвы за обладание столицей всегда происходили у стен города, но в этот раз Киев впервые был взят прямым штурмом, как вражеский город в чужой стране. И на 3 дня был отдан войску на поток. Киевские храмы, где когда-то истово молился боголюбивый князь, теперь грабили и жгли его же воины. В Киеве Андрей так и не появился. Он посадил в столице своего родного брата, а сам, получив титул великого князя, остался во Владимире. Это был переворот в русской политической истории. Отныне титул великого князя был отделен от Киевского престола. Таким образом, под контролем великого князя Владимирского оказалась почти половина Руси.
Наведя стальной рукой порядок и вернувшись домой, князь Андрей не узнал свой земной рай. Там поселился страх. Те, кто знал Андрея 20 лет назад, теперь видели перед собой другого человека. Впрочем, рядом с ним теперь не было почти никого, кто знал его прежде. Трое его сыновей и все родные братья умерли. Со своими былыми сподвижниками он расправился сам. А те, кто остался рядом, боялись поднять на него глаза. По ночам князь Андрей тайно приходил в собор, сам зажигал свечи. У Владимирской иконы каялся со слезами в своих прегрешениях и молил о прощении до самого утра. Нестерпимая боль в шейных позвонках не позволяла склонить голову. Пытаясь искупить грехи, князь Андрей бесконечно раздавал милостыню. На свои личные средства кормил нищих по всему Владимиру, не гнушался даже прокаженными. Помогал увеченным, которых множили год от года военные походы и грандиозные стройки. Он отправлял целыми вазами еду со своей поварни для больных и заключенных. А ведь прежде во Владимире почти не было тюрем. Князь сам построил их для непокорных и несогласных. Он сам загнал себя в этот гулкий каменный колодец. Сам выстроил вокруг себя стены, сложенные страхом, скрепленные угодничеством. Он не верил теперь никому и подозревал всех. Единственным преданным человеком оставался его слуга Прокопий, находившийся при князе неотлучно. Те, кто пробирался в ту ночь по переходам дворца, это знали. Они вообще знали про князя Андрея все. Яким и Петр Кучковичи, сыновья некогда казненного Долгоруким Степана Кучки, много лет входили в ближний круг Боголюбского. Накануне князь, узнав о воровских делах одного Якимова родственника, велел его казнить. И остальные испугались. Они тоже были в доле. Не сегодня-завтра князь доберется и до них. Составился заговор. Ключник Анбал заранее выкрал из опочивальни Боголюбского его заветный меч, некогда принадлежавший святому Борису. Для храбрости заговорщики сначала спустились в винный погреб, хорошо подкрепились хмельным медом, а потом уже пошли к князю. Петр поскребся в дверь опочивальни, приговаривая тонким голосом: «Господине, господине, это я, Прокопий». Но князь даже с просонок распознал обман. «О нет, парубче, ты не Прокопий». Оставалось только ломать дверь. Князь Андрей бросился за своим мечом и обнаружил пустые ножны. Убивали его долго. Князь был силен и даже безоружный яростно сопротивлялся. В 2007 году антропологи, исследовавшие костные останки Андрея Боголюбского, обнаружили следы множественных тяжелых ранений. Левая рука разрублена от плеча до кисти в 10 местах. Рубленные повреждения бедер и берцовых костей. В 2 местах пробит череп. Как минимум 3 удара вызвали фонтанирующее кровотечение. Судя по характеру повреждений, они были нанесены профессиональными военными, но с явными нарушениями координации. Экспертиза также показала, что лишь 1 удар пришелся спереди. Все остальные наносились в спину лежащему. Когда убийцы сочли его мертвым, то вновь отправились в винный погреб. Истекая кровью, Андрей Юрьевич сумел выбраться из опочивальни и даже каким-то образом спуститься вниз. В подклете под лестницей силы кончились. Оставалось несколько мгновений для молитвы. Господи, пусть и совершил я при жизни немало злого, но даруй мне отпущение грехов, исподоби мя недостойного принять конец сей, как принимали святые мужи. Его нашли по следам крови на белокаменной лестнице.
Добив князя, убийцы сорвали с него одежды, выволокли обезображенное тело на задний двор и бросили на съедение псам. В ту страшную ночь земной рай князя Андрея превратился в ад. Все население Боголюбова словно обезумело. Сначала разгромили княжеские палаты, потом дома княжеских управителей и мастеров, а потом всех подряд, кто побогаче. То же самое творилось по всей округе. Всеобщее безумие смогли остановить только священники, выйдя с крестным ходом на улицы города. Все это время князь оставался неотпетым и непогребенным. Церкви Боголюбова оказались закрыты для того, кто их с такой любовью построил и украсил. Лишь спустя несколько дней один из священников совершил чин отпевания и вложил тело князя в каменную гробницу. Андрей Юрьевич был похоронен в Успенском соборе Владимира 4 июля. Ровно в тот день, когда 17 лет назад взошел на Владимирский престол. Спустя 500 лет он будет канонизирован Русской Православной Церковью, и 4 июля станет днем памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Его отец Юрий Долгорукий цеплялся за прошлое. Князь Андрей же устремился в будущее так быстро, что обогнал свое время. Он строил храмы, которые на века станут эталоном русской архитектуры. И строил политическую систему, к которой страна придет только спустя столетия. Как некогда на поле битвы он оторвался слишком далеко от своих современников, от своей эпохи, не готовый принять его самовластие, и поплатился за это жизнью. Но остался последний резерв, который князь Андрей берег много лет. Самый младший единокровный брат Всеволод. Когда-то Андрей отправил его с матерью и братьями в Константинополь, подальше от возможных усобиц. Когда Всеволоду было 15, он вернулся по своей воле, единственный из братьев, чтобы служить князю Андрею. После смерти Андрея Боголюбского именно его брат Всеволод сумеет преодолеть все неурядицы и распри, собрать заново земли Владимирского княжества и присоединить к нему новые. Князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо будет править 36 лет, в 2 раза дольше, чем его старший брат. И эти десятилетия станут расцветом Владимирского княжества, которое теперь официально будет именоваться Великим.